Друзья, сегодня вот такое вот видео, очень спонтанное, неподготовленное, без штатива. Снимаю с рук по-быстрому для того, чтобы дать вам информацию по форс-мажорам, которые могут возникнуть на пасеке. Прошелся я сейчас по ульям, поподнимал крышки. Сейчас дальше на видео покажу вам, как я это делал с пирометром. Вот такой вот прибор, который есть не что иное, как термометр, который показывает нам, но только по другому принципу, поэтому называется он пирометр. Сведения о нем дам в описании под видео. Он показывает нам температуру. Снег вот у нас 0,9. Можем померять также внутри улья температуру. Важно попасть именно туда, в центр. Вот на пчел. Можно таким образом проверять температуру. Значит, что меня сподвигло, побудило снять это видео и рассказать вам. Значит, в некоторых семьях я обнаружил расплод. В своих видео неоднократно я говорил о том, что лепешки не кладу, подстраховочные какие-то пакеты сканди не кладу, потому что у меня всегда семьи закормлены отлично и кормов всегда хватает. Поэтому я не переживаю. Семьи поджаты хорошо, семьи сильные, также никаких проблем не будет. Но бывают случаи у разных пчеловодов, начинающих особенно, когда кормов не очень много, когда семья не очень сильная, размазана по рамкам. И что хочу сказать, что вопреки тому, что сегодня февраль месяц, 15 февраля, сейчас погода на улице -1 уже, завтра, даже сегодня ночью будет -10, последующие дни морозная вся неделя и днем, и ночью. То есть пчелы опять пособираются в клубы плотнее. Соответственно, что хочу сказать, что в тех случаях, когда вы не уверены в количестве кормов и не уверены в том, как сидят пчелы конкретно в улье, необходимо все же посмотреть, как я это делаю. Я проверяю ладонью, кладу ладонь на пленку и чувствую, есть ли там тепло. Ну, это такой, можно сказать, метод чисто по опыту, то есть, кому-то может быть тепло, кому-то менее тепло и так далее. Поэтому вы можете вооружиться пирометром или же иметь какие-то температурные датчики, которые могут вам показать температуру. Вот, например, как в этом улье у меня они стоят на весах, весовое устройство с датчиком. И кроме того, что есть весы, есть также у этого устройства GSM весов есть два температурных датчика и датчик влажности. Датчик влажности у меня установлен в самом влажном месте в улье. В принципе, можно было бы его, наверное, поменять, потому что тут всегда показывает почти максимальную влажность. Водяные пары сюда выходят. А вот здесь вот у меня установлен температурный датчик. Это его провод. И вот сам датчик. Вот это металлическая часть. Температурный датчик. Когда он стоял здесь по центру улья, я знаю, что у меня по температуре она там составляла 2 градуса тепла, 1,9 и так далее. Ну, там, когда солнышко бывало, там что-то прогревается и все такое. Значит, по этому датчику я вижу, когда у меня пчелы дойдут до центра рамок, потому что он лежит в центре. Я увижу повышение температуры. Вот пчелки сейчас его облизывают, они лазят по нему, ползают, не облизывают. И своими телами прогревают. То есть, когда температура поднялась от тех 1,9, 2-3 градуса, я знаю, что пчелы уже по центру семьи, по центру рамок находятся. Если температура здесь поднимется до критических 15-20 градусов, это значит, что в семье есть расплод. Критически они именно во время зимовки. Но в основном я всегда проверяю вот так. Руку поклал, попробовал, прохладно. Просто такое тепло, как вот я дальше покажу, там градусов 9, не больше. И таким образом знаю, что у меня расплода в семье нет. В некоторых семьях я вот так руку положил и понял, что есть расплод. Также по визуальным признакам видно, что есть расплод. Давайте сейчас пройдемся с рукой, вооружившись тактильным инструментом ладонь, с пирометром и посмотрим. Вот сейчас померяем температуру первой попавшейся семье, мимо которой прохожу, у которой легко снять крышку. Направляю и на рамки, и по пчелам. Температура не превышает 9 градусов. Сейчас возьмем семейку посильнее, которая тоже вот так вот рыхло сидит. Видите, какой клуб. Вот такая температура. 14-15 градусов.
Вот здесь вот есть подозрение на расплод. Разрыхлился клуб. Здесь накрытие совершенно небольшое, он конденсат появился, также признак расплода. Причем его здесь довольно-таки много. Вот здесь вот капли, вот они висят. Вот такие вот пирожки. А на ночь минус 10. И вот такая семейка. Меряем здесь. Есть расплод. Если наверху температура больше 22 градусов, и клуб сидит вот так вот рыхло, там есть расплод. Эту семью я сразу же почувствовал рукой еще при осмотре. Так что вот таким вот семьям сейчас даванет мороз. Непонятно, где находится корма. Это можно по донышку посмотреть. Но понятное дело, что расплод находится где-то в этой части. Они начнут сюда сжиматься. И если семья сильная, как в этом случае, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 рамок они покрывают, то они корма должны передать. У них вот здесь есть восковые мостики, которые я не убирал на зиму специально. Если таких мостиков нет, ложу планочки. Тогда они переходят между рамок. И должно быть все нормально. Но если семейка послабее и вообще хотите подстраховаться, то нужно положить им вот сюда вот канди или рамку. Класть необходимо какой температуры рамку, возникает вопрос. И многие советуют ошибочно, что нужно рамку теплую класть из дома, чтобы она там, ну представьте, 20 с чем-то градусов сразу будет, а может и больше. Соответственно, пчелы сразу ринутся на нее, как на источник тепла и все остальное. Поэтому не рекомендую класть разогретую. Лучше всего положить все же таким рамку немножко холоднее, чем вот эта температура, что мы увидели. То есть, если она хранится в каком-то амшанике, холодном помещении, занесите ненадолго или вообще положите ее холодную. Ничего страшного не будет, тепло от пчел поднимется наверх и разогреет эту рамку, и они потом ее разогреют и возьмут из нее корм. Если же вы положите теплую, то гораздо большее количество пчел поднимется, создаст лишнее беспокойство для них. Поэтому класть подогретой не нужно. Мед вообще будет растекаться подогретой. Если вы положите там в пакетах, даже из пакета будет вылазить, проваливаться. Исключение составляет мед на марле и также канди в пакетах. Там уже без разницы, какой будет. Пакет не слишком большой, но тоже разогревать его где-то на батарее не нужно. Так, если нет канди, какие рамки выбрать? Вот смотрите, это я сокращал гнезда. Здесь пчелы не успели долить рамку. Не успели, точнее, даже допечатать. Долили. Я уверен, что это у меня сироп, причем инвертированный сироп. Он блестит, жиденький. Есть немножечко подкристаллизовавшийся медочек. Видим небольшие кристаллы. Но в основном жидкая такая фракция. Вот если я такую рамочку покладу на рамки, это будет отличным подспорьем для пчелок. Для того, чтобы взять этот корм и успешно дозимовать в этот холодный период, который наступает. Семей, тем более, у меня таких обнаружено всего, ну, может быть, 3, наверное, добавлю. Поэтому, в принципе, никаких проблем нет. Не нужно закупать тонны канди для того, чтобы тратить еще на это деньги. То есть всегда есть вот такие рамочки. Тут в ящиках стоят вот такое хранилище у меня с рамками разные. То есть есть где-то с пергой больше, такие не подойдут. А есть вот такие с медочком. Сейчас будем выбирать, что подойдет, и раскладывать. Еще, друзья, один совет по выбору рамок, какие ставить пчелам. Конечно же, выбирайте рамки потемнее, потому что если вы покладете рамочку на рамки, то она испортится. То есть сушь уже будет испорчена. Они там начнут перестраивать, грызть, разгрызать, прогрызать и так далее. Вот у меня есть яркий пример такой рамки, которую обязательно нужно. Видите, качается, тут все отвалилось. Ну, упала она, короче, при переноске. И обязательно такую рамочку положу. Дальше
Есть вот такая светлая, но она мне нравится по своему составу, по меду, что нет перги. И она довольно-таки тяжелая. Есть вот такая жидкая фракция. То есть разные рамки выбираю, но в основном стараюсь всегда, если такие какие-то рамочки кладу для подкормки, брать какие-то дефектные, те, которые в скором времени пойдут в перетопку. Вот так выглядит рамочка, уже положил ее плашмя. Она все рамки охватывает, и преимущество такого расположения в том, что мед находится над всем полностью пространством рамок. То есть из любой части они могут его взять, передать и все остальное. То есть очень удобное размещение. Но у меня 12-рамочный улей, я бы мог разместить и наоборот. Но мне нравится ложить именно вот так, по размеру и по логике распределения меда. Ну и для справедливости покажу те ульи, которые представители, не вызывающие опасения. Вот посмотрите, до центра еще не дошли, там одна улочка где-то до центра. А вот здесь семейка вообще маленькая, я ее подсиливал другой рамкой, совершенно мало взяли, никаких проблем нет. Здесь пристыла, не достается. Тут пластиковый вкладыш хорошо вытягивается. Посмотрите, какая прекрасная ситуация. Никаких проблем нет. Абсолютно. То есть, если брать полностью площадь всего дна, то не дошли даже до центра. Поэтому вот те семьи, которые как раз и подходят под это определение форс-мажора, мы их проходим и помогаем. Вот так вот выглядят те семьи, в которых все прекрасно. Они еще не дошли до центра рамок. Идет оптимальное распределение кормов. Оценив, друзья, по 3 параметрам активность семьи, как сидят, температура на поверхности клуба и остатки запасов кормов, я сделал вывод и всего лишь использовал 2 рамочки. То есть 2 семьи определил как аварийные, форс-мажорные. Вот одну рамочку несу назад. То есть из тех 3, которые были на подозрении, только 2 у меня нуждаются в помощи. Остальные семьи, у которых есть расплод, они не нуждаются в помощи, потому что у них там все прекрасно по кормам. То есть какой-то расплод есть февральский, ничего страшного. Удивительно то, что были морозы, не было оттепелей и значительных потеплений. Тем не менее, расплод есть, что неудивительно для самого февраля. Поэтому ждем тепла, ждем очистительного облета и ждем начала сезона. Ну и какой же вывод, друзья, можно сделать в данном спонтанном видео, что паниковать, переживать не стоит, если у вас сильная семья и она хорошо закормлена. Должны достать, должно быть все нормально, но все же контрольным приемом я лично делаю так. Я смотрю, что у меня на донышке. Вот у меня, посмотрите, здесь эта семья вызывает больше всего беспокойства. У меня это донышко уже дошло до задней стенки. Вот здесь. То, что семья сидит, это одна из всех семей на пасеке, которая сидит вот так вот, растребушилась конкретно. А для того, чтобы избежать каких-то форс-мажоров. Потому что действительно в таких семьях, у которых вот такая особь, может быть, восковых крышечек, могли подобрать корма и, соответственно, могут, собравшись на расплоде, не достать до кормов. Рекомендую вам посмотреть мое видео, которое называется «По этой причине гибнут пчелы даже у опытных пчеловодов», и посмотреть, каким образом это происходит. Вот здесь похожая ситуация в центральных улочках. По центральным улочкам дошли практически до задней стенки. Хотя кормов много, но зима была морозная, и каждая семья имеет определенную индивидуальную особенность. Поэтому контроль вот таких вот моментов визуально, косвенно, не залазя прямо в рамки, помогает сохранить абсолютно все семьи, а не так, что там 2-3 не перезимовало. Желаю всем успехов, всем удачи, всем пока.